Всем привет! Мы продолжаем рассматривать различные масштабные модели от производителя Model Pro в масштабе 1 к 43, которые есть в моей коллекции. И в сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать довольно специфичную, необычную технику, которая не так обширно представлена среди моей коллекции миниатюрных автомобилей. Мы рассмотрим автогрейдер D598, который копирует прототип периода времен СССР. И данная масштабная модель уже снята с производства. Она сейчас редко встречается в открытой продаже, и у нее довольно высокая цена, значительно выше, чем ее первоначальная рекомендованная стоимость. Если говорить о подобной технике, то 43-й масштаб не самый популярный. Больше такие модели встречаются в масштабе 1 к 50. И у меня также есть в коллекции модели в масштабе 1 к 50. Это различные экскаваторы, дорожная, строительная, коммунальная техника. Если у вас будет к ней интерес, то я тоже сделаю на нее отдельные видеообзоры. Правда, там в основном представлена импортная техника. Очень мало отечественных масштабных копий представлены в этом масштабе. И если говорить об автогрейдере D598, то помимо Model Pro на сегодняшний день такой автогрейдер предлагают две мастерские. Это STM и UMI. У них более дорогостоящие модели, у них, на мой взгляд, лучший функционал, более точная копийность, но эти модели сейчас практически невозможно найти в открытой продаже. Я как раз специально посмотрел различные российские магазины. Модели от STM представлены в виде готовых изделий, у них также был набор для самостоятельной сборки, а вот модели от UMI на сегодняшний день в открытой продаже я не нашел. И у меня в коллекции есть модели от Model Pro, их порядка 10 единиц. Некоторые образцы я вам уже демонстрировал на своем канале, некоторые модели покажу в будущих видеообзорах. И эти модели я покупал очень выборочно, в основном для изучения, чтобы посмотреть, что из себя представляют данные изделия, чем они отличаются от другой продукции, костромских брендов, также от зарубежных аналогов, и какие у них есть преимущества и недостатки. Модели от Model Pro, на мой взгляд, очень спорные. У них есть хорошие экземпляры, которые стоит иметь в коллекции, несмотря на высокую цену. Есть те модели, которые лучше приобрести от других брендов, несмотря на то, что, возможно, у других брендов модели будут стоить значительно дороже. И есть откровенно халтурные экземпляры, которые, на мой взгляд, стоит обходить стороной. И вы также в комментариях можете написать ваше мнение по поводу этого производителя, какие модели от него вам понравились, какие модели есть в ваших коллекциях. Возможно, у вас тоже есть в коллекции похожий автогрейдер. Интересно узнать, в каком варианте исполнения приобрели модель вы. У Model Pro на сегодняшний день такой автогрейдер предлагается в 4 вариантах исполнения. Две модели желтого цвета и две модели в темно-зеленом защитном цвете. Самый первый вариант в чистом желтом цвете. Модель появилась 8 июля 2020 года. Рекомендованная розничная стоимость на тот момент составляла 7950 рублей. Чуть позже модель появилась со следами эксплуатации. Она поступила в продажу 15 июля 2020 года, и ее рекомендованная розничная стоимость составила 8450 рублей. Через год модель появилась в темно-зеленом защитном цвете, она поступила в продажу 21 июля 2021 года. Ее стоимость была точно такая же, как и у модели в желтом чистом исполнении, 7950 рублей, и 25 августа 2021 года модель появилась в темно-зеленом цвете со следами эксплуатации. Ее стоимость на тот момент составила 8750 рублей. И сейчас в открытой продаже я видел модели в темно-зеленом цвете, они стоят примерно 10 тысяч рублей, а вот чистый желтый вариант я видел продавали за 16 тысяч рублей. Конечно, за такую стоимость лучше приобрести модель от мастерской STM или UMI. Также чуть позже модель вышла в наборе для самостоятельной сборки от бренда AVD Models. Его стоимость, по-моему, была 3500 рублей на тот момент. Сейчас этих наборов в продаже я тоже не встречал. И если говорить о моделях от Model Pro, то они преимущественно сделаны из эпоксидной смолы. Некоторые элементы сделаны из пластика, и также у некоторых моделей довольно хорошие копийные колеса. И у меня модель предсерийная. Она немножко отличается от того варианта, который пошел в серийный
серийное производство, и главное отличие — это цвет масштабной копии. Здесь модель окрашена в песочно-оранжевый цвет, нету логотипов предприятия на боковинах, и у меня также есть кабина от той модели, которая пошла в серийное производство. Как раз с нее мы и начнем сегодняшний видеообзор. Первое, что бросается в глаза, это другой цвет, он более яркий, более насыщенный, и также присутствуют логотипы предприятия на боковинах кабины. Здесь написано «Автогорстрой». Что это за предприятие, я затрудняюсь ответить, искал информацию в интернете, ничего не нашел. Я думаю, это больше некий собирательный образ, чем логотип реально существующей компании. Если вы знаете точнее, тоже можете написать в комментариях, что вы думаете по поводу данного логотипа. Еще одно отличие от той кабины, которая пошла в серийное производство, это то, что здесь поручни со сквозными отверстиями. На той модели, которая не пошла в серию, поручни сделаны полностью глухими. Других визуальных отличий между кабинами я не нашел. Из плюсов я могу отметить довольно хорошее качество литья, отсутствуют пузырьки воздуха на видимых местах и довольно аккуратная покраска. И, пожалуй, на этом плюсы данной масштабной копии заканчиваются. Давайте рассмотрим сам автогрейдер. Модель очень легкая, у нее есть некий функционал, но большинство элементов, которые на настоящем автогрейдере сделаны подвижными, здесь изготовлены статичными. Возможно, это не столь принципиально, когда модель просто стоит на полке, но когда ее берешь в руки, все же хочется покрутить некоторые детальки, которые вращаются на настоящем автогрейдере, а здесь их сделали в обычном зафиксированном положении. Можно посмотреть интерьер, он довольно хорошо детализирован, присутствует рулевое колесо, также окрашено сиденье, есть различные органы управления, дверные ручки здесь в виде отдельных элементов, как и габаритные огни, стеклоочиститель сделан из фототравления. Также присутствуют гидравлические магистрали, они довольно хорошо изготовлены и смотрятся вполне реалистично. С правой стороны присутствует запасное колесо, диск тут оригинальный, не стал его менять на аналог от Maestro Models, а вот основные колесные диски я поменял, так же как и покрышки. Изначально здесь были покрышки Ultra Grip, не очень хорошего качества, мне больше понравилась вот такая резина с протектором в виде шашечки. Она тоже могла устанавливаться на эти автогрейдеры в реальной жизни. Можно посмотреть на заднюю часть. Не очень хорошо изготовлена облицовка радиатора. Она не соответствует именно данному прототипу. И также здесь отсутствуют сквозные отверстия и нету никакой имитации сеточки на решетке радиатора. Также не очень верно изготовлена выхлопная система. Она опять же не совсем соответствует именно этой модификации, которую представил производитель Model Pro. Присутствует задний фонарь на кабине и на раме. Также есть прожектора на задней части. Есть горловина для заливки масла, также топлива. На крыше должна присутствовать мигалка, но на моей модели ее нет. Также отсутствует один прожектор с левой стороны и один прожектор на передней части. Возможно, эти детали потерялись при транспортировке данной масштабной копии. Возможно, ее часто брали в руки и поэтому тоже их отломали. Я как-нибудь подберу сюда подходящие детали и установлю их на посадочные места. Еще один недочет – это неверная форма переднего отвала. Он чуть уже, чем должен быть на настоящем прототипе. И также, если посмотреть, то он установлен не очень аккуратно. Возможно, повело сам материал, возможно, эту деталь изначально установили криво.
центральный отвал можно было бы сделать тоже рабочим, сделать функционирующие гидроцилиндры, также поворотный механизм, но я думаю, это удорожило бы себестоимость модели, она и так довольно высокая, и также этот элемент был бы более хрупким. Также, если смотреть на колесные диски, то на задней балансирной тележке должны быть ступицы. А из-за того, что я поставил передние колесные диски, они отсутствуют, но и на той модели, которая пошла в серию, они тоже отсутствовали изначально. Видимо, производитель не стал заморачиваться с изготовлением задних ступиц отдельно, а просто упростил производство, поставив передние колесные диски, как это сделал я. Но у меня не было выбора, потому что у Maestro Models нету специализированных колесных дисков именно для этого автогрейдера. Рабочая тележка, вот так выглядит нижняя часть. Есть что-то похожее на масляный поддон. Есть элементы для закрепления модели к подставке и также крепежный винт, который держит нижнюю часть автогрейдера и крепится к капоту данной техники. Вот такая масштабная модель. Для непритязательного коллекционера ее можно смело поставить на полку, но здесь роль играет довольно высокая цена. Конечно, за 10 тысяч такой автогрейдер не каждый купит в свою коллекцию, и если у вас есть свободные средства, то я советую обратить внимание на мастерскую Уми или СТМ. У них все же более копийная масштабная копия, у нее лучший функционал, нежели у этой модели, и та модель, на мой взгляд, больше похожа на настоящий прототип. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о производителе Model Pro. Есть ли в вашей коллекции какие-то модели от этого бренда, когда и за сколько вы их приобретали. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.